Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я к вам с необычным рецептом. Готовлю нежные и пышные маленькие булочки с корицей без дрожжей. Буквально за 10 минут. Эти мини-синнабоны такие вкусные, очень ароматные. Рецепт такой простой, что хочется повторять его снова и снова. Обязательно приготовьте. Для приготовления теста мне понадобится: вливаю в миску кефир. У меня кефир теплый, я его специально подогрела. Добавляю растопленное сливочное масло, щепотку соли, сахар. Сахар можно корректировать по вкусу. Перемешиваю. Просеиваю муку и соду. Добавляйте соду вместе с мукой. Тогда тесто получится более пышное и воздушное. Сода погасится в нем сама. Хорошо перемешиваю. И теперь домешу тесто руками. Для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше муки. При приготовлении этого теста очень важно не забить его мукой. Оно должно получиться такое, можно сказать, на грани липкости. Если я сейчас его еще буду месить, оно начнет немного прилипать к рукам. Оставлю тесто буквально на пару минут отдохнуть прямо на столе. Для приготовления начинки мне понадобится: для моего рецепта я использую тростниковый сахар. Можно использовать и обычный белый. Лучше берите крупный сахар. Добавляю корицу и добавляю 1 чайную ложку крахмала. Так начинка не будет вытекать. Хорошо перемешиваю. Стол я хорошо припыляю мукой, так как тесто довольно липкое. И раскатываю в тонкий пласт. При желании края теста можно немного подровнять. У меня получился пласт теста толщиной примерно 3-4 мм, длиной 38 и шириной 30. Смазываю сверху мягким сливочным маслом. Распределяю его равномерным тонким слоем. Сверху распределяю сахар с корицей. Разрезаю тесто в длину пополам и теперь разрезаю на тонкие полоски. Толщина каждой полоски примерно 1 см. Конечно, вы можете делать синнабоны любого размера, какой вам нравится, но это рецепт именно мини-синнабонов. Они пекутся фактически моментально. Буквально за 10 минут уже все готово. Скручиваю вот такие рулетики. Всего из этого количества ингредиентов у меня получается 48 мини-синнабонов. Перекладываю на противень, выстеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга. Сверху рулетики я смажу желтком и молоком. И теперь я все отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 8-10 минут. Нельзя передерживать эти синнабоны в духовке, иначе вместо булочек получится печенье. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Посмотрите только, какая красота получилась. Булочки я достала из духовки. Они вот такие, достаточно светлые и очень нежные. Я смешаю немного сахарной пудры с молоком. Сделаю такую самую простую сахарную глазурь. Можно сделать глазурь и с творожным сыром. Густоту глазури корректируйте молоком. Слегка поливаю булочки глазурью. Булочки очень пышные, такие воздушные. Рекомендую их приготовить и попробовать.